С основами покончено. Пришло время спланировать нашу топологию. Я вообще могу порекомендовать провести некоторую подготовку вместо того, чтобы просто размахивать ею. Тебе будет легче решить эту головоломку таким образом и показать, насколько важна небольшая подготовка. Я проведу тебя через мой мыслительный процесс чтения извинений на лице, одна из самых сложных областей, на мой взгляд. Если ты знаешь, как справиться с этим, ты знаешь, как в принципе достучаться, извиниться почти за что угодно. Также приятно отметить, что моя терминология до сих пор и в остальной части главы представляет собой в значительной степени дикую смесь из других артистов и того, что я придумал сам. Нет общепринятой терминологии, поэтому я по крайней мере позабочусь о том, чтобы моя была хорошо объяснена и последовательна для планирования. Я буду использовать скульптуру дождя после того, как будут сделаны тесты экспрессии, и удалю кадр из инструмента аннотаций. С помощью этого мы определим цели и минимальные требования нашей топологии, особенно исходя из того, что мы узнали в третьей главе. Во-первых, мы начнем с общего потока Edge. Это часто происходит с гуманоидными персонажами или даже с большинством животных. Вокруг глаз, островков, носа и рта идут круговые петли, чтобы поддержать общую форму. Там также есть петля, идущая вокруг последней линии подбородка и переходящая в переносицу, чтобы обрамить рот и область носа. Поток краев также примерно соответствует движению мышц в этих областях, а не только формам. Наконец, есть петля вдоль челюсти, уха и виска, а затем лба, чтобы обрамить лицо и следовать формам и мышцам там. Я сделал разделение посередине, так как другая сторона будет просто симметричной. Так что мы просто воспользуемся модификатором Mirror. Но это самый основной набросок, которому будет следовать большинство лиц. Дальше у нас есть наши ориентиры. Это области, которые по определенным причинам должны соответствовать определенной структуре. В этом случае есть объекты бровей на верхней части лица, которые я хочу максимально точно сопоставить с топологией лица. Таким образом, я могу быть уверен, что кожа и брови будут деформироваться в унисон. Если бы ты использовал стимуляцию волос и уход за ними, то это, вероятно, не так важно. На самом деле, если есть два отдельных объекта друг на друге, у вас также может быть большой пирсинг, неприятный шрам со швами или любые другие ориентиры. Но они предназначены только для обеспечения достаточной геометрии для перемещения с другими прикрепленными объектами, а не для моделирования других объектов в них. Швы, пирсинг, брови и так далее должны храниться отдельно, чтобы не усложнять топологию. Следование общим формам – это первое, что нужно сделать. Следующая важная вещь – запечатлеть конкретные детали поверхности. Мы можем наметить основные складки, которые являются жесткими краями, которые должны быть захвачены топологией. Обычно это достигается за счет наличия одной или двух петель близости рядом с жестким краем, чтобы сохранить его четким при разделении, привязанном к этой идее. Или вторичных складок, которые становятся четкими только тогда, когда область сжимается. Ты можешь основывать это на тестах движения мышц и выражения, которые мы лепим для этого. Там также должна быть одна или две петли приближения, но с большим расстоянием, чтобы поверхность оставалась гладкой по умолчанию. Только когда, например, напрягаешь мышцы, чтобы улыбнуться. Сделай так, чтобы второстепенные складки стали четкими, сжимая петли вместе. Но чтобы это стало возможным, петли должны быть там и готовы. Но теперь, когда мы поговорили о деформации сетки, хорошо бы придать идеальную структуру областям, которые будут наиболее четко сформулированы. Это, например, верхние веки и губы, которые могут деформироваться различными способами в зависимости от выражения лица, чтобы сделать деформацию как можно более чистой. Это должно быть как минимум 3 петли. Чтобы определить любую дугу или кривизну в этих областях, то, о чем я сейчас говорю, в основном основано на принципе трех кривых Брайана Тиндала, который я могу настоятельно рекомендовать, если вы хотите глубже погрузиться в предмет. Значит, они должны быть по одной середине и заканчиваться петлями для каждого бровного глаза и рта с горизонтальным разделением посередине. Но точно так же, как добавление кривых ручек даст вам больше контроля. Каждая из этих петель должна иметь две петли рядом с ними, с этого момента можно добавлять больше петель,
если это необходимо из-за искажения или кривизны поверхности. Но постарайтесь сохранить эту структуру из 3 кривых и количество петель симметричными по вертикали и даже по горизонтали. Остальные петли, которые идут перпендикулярно этим петлям сочленения, должны быть просто для того, чтобы сохранить кривизну поверхности нетронутой. Например, за закрытые глаза или растянутое и сжатое выражение лица. Должно быть достаточно петель, чтобы сохранить структуру этих фигур неизменной и не получить в итоге 2 растянутых или плоских сервиса. Но со всеми этими кусочками головоломки, как мы их соединяем? Вот тут-то и вступает в дело стратегическое размещение опросов. Что мы хотим с ними сделать, так это перенаправить эти линии на квадратные и круглые участки. Опросы следует размещать подальше от складок и жестких краев, а вместо этого на поверхностях, которые остаются в основном плоскими, не будут сильно деформироваться или скрыты другой геометрией. Разместив эти опросы, мы можем соединить точки и найти конкретные исправления, которые направят все остальные линии в правильном направлении без конфликтов. Так, например, разместив несколько опросов, мы можем создать квадратный участок внутри или рядом с круглыми участками. Важно на самом деле соединить опросы, а не закручивать их по спирали таким образом. У нас есть очень четко очерченные квадратные и круглые участки в постоянном приливе и отливе рядом друг с другом и внутри друг друга, объединяя все это вместе. В моделировании у тебя должно получиться что-то вроде этого, я называю это патчами, чтобы сделать структуру более понятной, но это очень сложная головоломка, поскольку нет золотого стандарта для письменных извинений. Эта кольцевая топология может быть повторно использована для нескольких символов, но некоторые из них могут потребовать особого внимания и различных реализаций. Например, если ты хочешь добавить еще несколько петель под веками и между бровями, чтобы получить больше четкости, ты можешь добавить еще одну круглую накладку, как маска героя. Если ты посмотришь в интернете на других наших художников, прочитаешь извинения, ты найдешь много разных решений головоломки, но до тех пор, пока ты понимаешь принципы и что такое это необходимо для твоего персонажа, тогда ты можешь в значительной степени прочитать все, что угодно. Конечно, в реальной производственной среде есть дополнительный фактор хаоса. Это планирование и исполнение, в значительной степени идеальный сценарий, но может и не быть. Все еще могут быть какие-то изменения и корректировки в последнюю минуту или доступное время очень минимально. Тебе может понадобиться еще пара петель в области бровей, чтобы хмуриться, и ты добавляешь ромб и пытаешься его скрыть. Это немного некрасиво, но ты можешь заставить это работать. Они также могут быть небольшим кладбищем под челюстью, где дуги достаточно широки, чтобы не быть слишком заметными. Кроме того, в качестве примечания, я нарисовал ковчег не так, как петли должны были исходить от лица и перенаправляться обратно в него. Так что просто чтобы прояснить это, дополнительные шесты, чтобы провести еще несколько петель в область, где они вам нужны, также очень распространены. Или в некоторых областях может не хватать дополнительных шестов, что делает доступные петли тонкими. Чем лучше топология, тем лучше будет анимированный результат. Но размещение большего количества опросов происходит за счет большего растяжения и ущипывания. Это самая сложная часть головоломки. В следующем видео я продемонстрирую, как читать, используя выражение лица на практике, чтобы получить результаты, которые вы видите на экране прямо сейчас.